Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, давно мы с вами не проводили ритуал к фортуне. Конечно, моих работ достаточно, чтобы их проводить хоть каждый день. И они все очень рабочие. Самое интересное, что даже мои недруги, которые меня ненавидят люто, наверное, из-за того, что я воплощение их мечты. Кем они хотели бы стать в этой жизни, стала я. Но я стала благодаря своему уму, старанию и трудолюбию. Но даже они признают, что мои ритуалы работают. И именно поэтому постоянно ищут подвох, чтобы понять, почему они работают и в чем причина. Причина в том, что они составлены правильно, что в них есть ключ, в них есть сила, и самое главное, они переданы мне через те силы, которые мы называем тонким планом или миром духов. Если они передают через человека, как обычно таких людей называют проводники, вот если они через своего проводника передают, значит, обязательно это будет рабочим. Неважно, это человек создал на основе более древних, пришли эти работы во сне, подсознательно, внезапно, спонтанно. Каким образом они пришли? Но если человек создал, вложил туда силу, душу, то они будут работать. В мире очень много ритуалов, заговоров. Их миллионы. Много книг, древних, современных книг магии. Иногда неплохие заговоры. По звучанию очень интересные. Но не работают. И работают только на личной силе. То есть у людей, которые изначально обладают силой, у них могут сработать. Или они что-то вкладывают туда, или меняют немного. Но для обычного человека они не составляют никакой ценности. Почему? Потому что в них нет ключа, вот того самого духа. Они не живые. А заговор должен быть живой. Это означает, что туда вселяется некая сила. То есть прикрепляется к этому заговору некая сила, которая будет исполнять этот заговор, оживлять и будет выполнять все то, что там сказано. Так вот, чем уникальны заговоры к фортуне? Я говорила, что богини удачи и вообще боги, они в разных культурах, этносах перевоплощаются по-разному называются. Боги предпочли, чтобы народы по-своему приходили к ним. Пусть по-своему называли, пусть какие-то функции больше приписывали им. Быть может, изображали, приходили в таком виде, в котором они хотели, чтобы люди их знали и запоминали, показывая им определенные свои символы, символику. То есть мы, например, Бога Тора узнаем вот по этому молоту, который он держит в руке. Зевса узнаем по грому, который он обычно держит в руке, на другой руке может держать орла, орел может сидеть на плече у Зевса. Да, Афину Палладу узнаем по шлему, по копью, и, то есть она воинствующая мудрость. Афродита, она, как правило, изображается как красивая женщина. Она может зеркало Венеры. То есть это в римской мифологии она Венера, в греческой Афродита. То есть у всех свои определенные знаки узнаваемости, определенные атрибуты, по которым мы можем определить, узнать их. Но боги, они в каждой культуре по-своему себя проявили. И им нравится, когда люди как можно больше о них узнают и по-разному к ним приходят, по-разному поклоняются. И так вот, у каждого народа была своя богиня удачи, своя богиня судьбы. У
в индуистском пантеоне это Лакшми, в африканском это Ошун, но она еще и богиня любви, не только удачи. Она взяла несколько функций, да, воплотила. У римлян это Фортуна, это, кстати, римское название. У греков это Тихе. Но они слились воедино, и греки тоже начали называть ее Фортуна. Свирепые когда-то испанские племена, там остготы, вандалы и так далее, которые соединились, они тоже почитали ее, они ее называли Фелиция, счастливая. Потом соединили ее культ Фортуна, Фелиция. На Востоке ее звали Сааида Мазерон, счастливая судьба или священная судьба. То есть каждый народ знал, что есть некая сила, есть некое божество, которое владеет судьбами людей, которое может и дарить, и отнимать, и наказывать, и поощрять. И ее изображали не только в римской и греческой мифологии с повязкой. Почему? Потому что счастье, удача, она дается просто так зачастую. То есть это будет звучить так вот незаслуженно, но иногда незаслуженно. Человек может просто попросить, и счастье придет в его жизнь. Если человек проявит себя достойно и этим счастьем поделится с другими, то оно всю жизнь будет приходить. То есть Фортуна не смотрит, красивый ты, умный ты, талантливый, какой ты есть. Он дает тебе эту удачу, он дает тебе этот шанс. А дальше это от тебя зависит, как ты это используешь. И чем уникальность этой богини? Уникальность в том, что, например, мореплаватели обращались, там моряки, капитаны обращались к Нептуну или Посейдону, да, богу морей. Они выливали вино в знак почитания, то есть жертвовали вино. И до сих пор есть, когда корабль пускают, почему шампанское разбивается о корму, как вы думаете? Вино отдают Посейдону. И тем самым, то есть это бог их профессии. Купцы приходили к Гермесу, как чаще всего, потому что он вел хитроумные такие дела. Ну, женщины, они обращались к Афродите для любви, для того, чтобы встретить любимого мужчину. Мудрецы, люди искусства обращались к... Я это говорю греческий вариант, что более известный, более знакомый вам всем с детства, потому что греческую мифологию наверняка многие из вас читали, изучали. Той же к Афине Палладе обращались люди мастеровые, это по их профессии. Если нужна была победа, тоже к ней обращались, она дарила победу. То есть каждый бог вел, заведовал определенной, как бы сказать, сферой жизни человека. А Фортуна, она тем уникальна, что к ней может обращаться и воин, для того, чтобы была удача и фарт на войне, и купец, чтобы была удача в торговле, и женщина, которая ищет богатого мужчину, чтобы он пришел в ее жизнь, чтобы она удачно вышла замуж, и учительница, чтобы ее заметили, и ее учеба была удачной, и ведьма, и кто угодно. То есть она уникальна тем, что к ней может обращаться любой человек и получить эту удачу в своей профессии, невзирая на то, чем он занимается. Я хочу сначала сказать вам, как нужно провести этот ритуал. Во-первых, если у вас есть статуя Фортуны, это хорошо. Если нету, то можно без статуи. Вам нужно образовать из монет круг. Видите, я вот круг такой образовала из монет. Вы можете подготовить такой красивый алтарь. Для чего нужен алтарь? Это почитание богини. Это вы показываете ей свое уважение, свое почтение, потому что она великая сила. Это не она на алтаре, это ее изображение, это большая разница. И она видит, обращает на вас внимание. Вот, например, если к вам должен был прийти великий вельможа, там в средние века, предположим, вы жили. Да и сейчас тоже так это работает. И вы вешаете его портрет, тем самым показывая свое
благосклонность. Почему бюсты царей, императоров, правителей находятся в госучреждениях, домах? Это уважение, почтение к ним. Ты показываешь, кого ты почитаешь, кого ты уважаешь, кого ты считаешь за авторитет. Так вот, статуи богов, изображения богов и так далее, не только богов, и силы, и духов, это всего лишь почитание их. Вы всего лишь этим показываете, что вы их почитаете, что вы их уважаете и привлекаете их внимание в вашу сторону, их покровительство получаете. Так вот, нужно начертить таким образом, значит, любой мелочью такой круг. Желательно вот такой красивый алтарь, но здесь ваша фантазия. Как хотите, так и можете сделать. Но должны быть золотые украшения, серебряные украшения. Некоторые говорят, а вот у меня ничего нету, что я буду делать? Вы будете делать более простые пока работы, накопите, соберете в течение года, я вас уверяю. И вот тогда можете провести подобные работы. Не надо обязательно хвататься за сильные работы для денег и так далее. Вы можете провести обычные пока. Постепенно, пока вы дойдете до этого уровня. Не спешите. Далее. Вам нужна свеча золотая, либо зеленая, либо красная. Можете все сразу. Эти цвета, обозначающие в разных культурах благополучие, благосостояние, они подходят к этому ритуалу. Если у вас есть, конечно, статуя фортуны, я думаю, у большинства моих зрителей она есть, вы, естественно, можете поставить статую в круг и красиво украсить алтарь. В отличие от работы, то есть от ритуала «Сила ведьминой избы», здесь вы не отдаете энергию и не получаете, но здесь соединяется энергия воедино с теми людьми, которые почитают фортуну. Она с вами уже немало собралось, согласитесь? Вы соединяете энергию и призываете ее в круг, священный круг. Смотрите, неважно в это время кто-то делает, проводит эту работу, не делает, неважно. Вы соединяете свою энергию с теми, кто почитает фортуну, кто тоже призывает фортуну время от времени. И вы вместе как бы помогаете друг другу быстрее дойти этой цели. Соединяйте эту энергию. Вы все время, проводя такой ритуал, вы себя соединяете с энергией тех людей, которые проводят. И получается, как бы вы в кругу держите за руку. Поэтому здесь во множественном числе звучит этот заговор. Я начинаю постепенно давать подобные заговоры, взаимовыручки, взаимопомощи, соединяющие общую энергию. Так лучше, быстрее получается. Хотя, естественно, если человек решил, что ему другие работы нужны, он проводит, они точно так же будут работать. Вы должны 4 раза провести. Сесть, расслабиться перед алтарем и провести, начитать 4 раза, после чего можете эту свечу потушить, но, естественно, не дуйте, а пальцами или гасителем, убрать. Вы можете для этой работы его использовать, можете для другого, то есть другого призыва удачи. Это не важно. Но каждый раз, когда вы будете проводить круг фортуны, вы должны сделать именно так. Этот ритуал можно провести раз в 2 недели, раз в месяц потом. Сначала старайтесь такие сильные работы чуть почаще проводить. Когда уже ваша энергия привыкнет, вы знаете, вы придете к тому знаменателю, когда вы только попросили, и из ниоткуда это появилось. Вы еще даже не успели пойти и попросить, вы еще не успели сказать. Ваши мысли уже прочитали. Это означает, что у вас очень сильная связь образовалась между вами и тонким миром, миром духов. И они вас слышат, они читают ваши мысли. Чтобы достичь такого уровня, надо некоторое время постараться. Надо сначала провести чистки, очистить себя, потом начать усиливать свою удачу. И вот так до бесконечности. И помните, денежная сила, она капризна, она любит постоянной подпитки, вливания. Нельзя один раз делать, раз в году, там какой-то денежный шепоток и считать, что этого достаточно. Нет.
вы должны часто делать. Вот денежный ритуал, в отличие от других, надо делать часто, чтобы все время быть на волне денег. Ну, точно так же, как, например, человек, который богат, да, он не сидит дома и все, у меня уже деньги есть, мне хватит. Нет. Деньги работают, они любят энергию, энергообмен. Вот заходите, например, в супермаркет, там мертвая тишина. Ну, кто-то там ходит, что-то покупает. А заходите на рынок. Почему люди базары любят больше, рынки? Не из-за того, что может торговаться. Там энергообмен. Там кипит жизнь, понимаете? Это почем, то почем, это вот так. Все там примеряют, покупают, уходят. Кто-то там уступает, кто-то купил, кто-то продал, радуется. И это постоянный энергообмен. Деньги не любят вот эту вот стоячую такую энергию. Они должны все время, вы просите, отдаете энергию, они вам отдают и так далее. Так вот, с богатым человеком не может человек, даже разбогатев, встать и остановиться. Он дальше идет. Он еще какую-то фирму создает, еще в каких-то проектах там участвует. Пока он живой, он все время деньги куда-то вкладывает, получает какие-то там какой-то доход, прибыль, кому-то помогает, какие-то там открывает благотворительные фонды и так далее. Но он все время в движении. Если он остановится, то есть остановится, у него это все начнет уходить опять. Понимаете? Река не может существовать без вод, без небесных вод, без осадков, без, значит, как там его, притоков, без маленьких родников, без подземных вод, которые питают реку. Согласитесь, источник иссохнет. Откуда берет начало река? Это воды, которые тают, это снега, да, из вершин гор. Это маленькие родники, которые питают эту реку. Это несколько, значит, притоков рек, которые впадают и тем самым обогащают водой. Это подземные воды, которые тоже дают, это дождь, это осадки и так далее. Вот сколько источников, откуда берет река свои воды. То же самое денежная сила. Мне просто иногда говорят, вы знаете, я сделала, вот не получается. Я говорю, такого быть не может. Вот если действительно ты берешься и начинаешь делать, я понимаю, есть люди с тяжелой энергией, они пробивают долго эту стену. Могут аж полгода пробить. Но пробивают. Но в основном 90% людей 2-3 месяца все, у них уже все пошло, и все. И все нормально. Я говорю, ну как вы делали, что у вас не получилось? Ну, примерно, что вы делали, когда? Ну, вот я вот в прошлом году там прочитала вот один заговор вот, денежный, вот, и вот не сработало. Я говорю, больше разговаривать не о чем. В прошлом году какой-то заговор, там, шепоток я начитала на деньги, и они не работают. С ума сойти просто. Это как, знаете, вот вы знаете, у меня такая болезнь неизлечимая, все болит. Я могу спросить, а вы к врачу ходили, там вам что-то назначили? Нет, не ходила, просто в прошлом году один аспирин выпила, вот, и вот что-то ничего не помогло. Ну вот о чем мы говорим. Итак, начали. Заговор следующий. Читаем 4 раза. Еще скажу. Можно и другой вариант этого заговора. Если вы хотите каждодневный заговор сделать, то вы должны, значит, там, где ваша фортуна стоит, вот вокруг сделать круг монетами и ставить рядом монеты, свечу эту зажигать, начитали 4 раза, погасить и снова потом поменять, естественно, свечу. Можете и так делать, если вы хотите каждодневно. Люди иногда говорят, вот мне хочется прям жажда, хочется каждый день. Можете, но тогда подготовьте алтарь и пусть так стоит. Потому что в этом ритуале обязательно алтарь нужен. Вы говорите о круге силы, да, фортуны. Этот круг должен быть. Есть у нас еще и круг фортуны, денежный круг фортуны. Это разные работы. Естественно, они тоже направлены на удачу и на деньги. Все, кто верит в удачу, все, кто почитает и благословляет великую богиню удачи, возьмитесь за руки, образуйте круг. И будем в сей круг священный призывать силу фортуны. Приди, великая, приди, коронованная удача. В руках твоих благополучие каждого смертного. Дай нам возможность творить
и получать, и дарить ближним. Объединяет разумных желание творить добро. Через священный круг придет к нам изобилие. Друг друга разумные держат за руку. И в этом кругу мы верим друг другу. Нас сила фортуны объединяет. Она удачей нас награждает. За каждым из нас сила предков стоит за спиной и силу дает нам управлять своей судьбой. Мы едины со Вселенным в кругу изобилия и благополучия. О богиня, познавшая тайну бытия, слава тебе на твоем троне, слава, а нам на земле слава. Войди в наш круг, благослови и одари нас удачей. Каждый день и час мы тебя прославляем и удачу с твоих рук принимаем. Да будет услышана наша мольба. Истинно так. Какие-то звуки меня отвлекли. А снег пошел, что ли, ветер. Ну, ничего страшного. Все, кто верит в удачу, все, кто почитает и благословляет великую богиню удачи, возьмите за руки, образуйте круг, и будем сей круг священный призывать силу фортуны. Приди, великая, приди, коронованная удача. В руках твоих благополучие каждого смертного. Дай нам возможность творить, получать и дарить ближним. Объединяет разумных желание творить добро. Через священный круг придет к нам изобилие. Друг друга разумные держат за руку. И в этом кругу мы верим друг другу. Нас сила фортуны объединяет. Она удачей нас награждает. За каждым из нас сила предков стоит за спиной и силу дает нам управлять своей судьбой. Мы едины со Вселенным в кругу изобилия и благополучия. О богиня, познавшая тайну бытия, слава тебе на твоем троне, слава. А на земле нам слава. Войди в наш круг, благослови и одари нас удачей. Каждый день и час мы тебя прославляем и удачу с твоих рук принимаем. Да будет услышана наша мольба. Истинно так. И еще раз. Так. Все, кто верит в удачу, все, кто почитает и благословляет великую великую богиню удачи, возьмите за руки и образуйте круг. И будем сей круг священный призывать силу фортуны. Приди, великая, приди, коронованная удача. В руках твоих благополучие каждого смертного. Дай нам возможность творить, получать и дарить ближним. Объединяет разумных желание творить добро. Через священный круг придет к нам изобилие. Друг друга разумные держат за руку. И в этом кругу мы верим друг другу. Нас сила фортуны объединяет. Она удачей нас награждает. За каждым из нас сила предков стоит за спиной. И силу дает нам управлять своей судьбой. Мы едины со Вселенным в кругу изобилия и благополучия. О богиня, познавшая тайну бытия, слава тебе на твоем троне, слава. А нам на земле слава. Войди в наш круг, благослови и одари нас удачей. Каждый день и час мы тебя прославляем и удачу с твоих рук принимаем. Да будет услышана наша мольба. Истинно так. И еще раз. Все, кто верит в удачу, все, кто почитает и благословляет великую богиню удачи, возьмите за руки, образуйте круг. И будем сей круг священный призывать силу фортуны. Приди, великая, приди, коронованная удача. В руках твоих благополучие каждого смертного. Дай нам возможность творить, получать и дарить ближним. Объединяет разумных желание творить добро. Через священный круг придет к нам изобилие. Друг друга разумные держат за руку. И в этом кругу мы верим друг другу. Нас сила фортуны объединяет. Она удачей нас награждает. За каждым из нас сила предков стоит за спиной.
и силу дает нам управлять своей судьбой. Мы едины со Вселенным, в кругу изобилия благополучия. О богиня, познавшая тайну бытия, слава тебе на твоем троне, слава. А нам на земле слава. Войди в наш круг, благослови и одари нас удачей. Каждый день и час мы тебя прославляем и удачу с твоих рук принимаем. Да будет услышана наша мольба. Истинно так. Просите у великой фортуны удачи и помощи в делах. И когда вы соедините воедино труд, разум, талант, честность и удачу, тогда вы станете фартовыми людьми. Желаю вам всем покровительства великой фортуны. Всем удачи!